Сегодня в штаб Северного флота поступил доклад. Отряд особого назначения задание выполнил. Фрагменты первого отсека атомохода «Курск» подняты. С перерывом в несколько часов на борт спасательного корабля «Михаил Рудницкий» подняты часть торпедного аппарата и баллон высокого давления. Именно эти фрагменты нужны следователям прокуратуры для того, чтобы сделать окончательное заключение о причинах катастрофы на Курске и воссоздать более полную картину того, что происходило на атомоходе после взрыва. Всю операцию в Баренцевом море Северный флот проводил своими силами. Под водой работали телевизионные установки. Они довольно быстро определили, где находятся части первого отсека. Но из-за сильного подводного течения их трудно было захватить и поднять. Это сделали подводные аппараты. Эти аппараты, они достаточно известны, они уже работали и 2 года назад. Экипаж 4 человека. Командиры аппаратов – это подготовленные, высококвалифицированные офицеры Управления поисковой и аварийно-спасательных работ Северного флота. Мини-субмарины оборудованы специальными захватами. Их разработали в ЦКБ «Рубин». Погода поначалу мешала работе, но за 2 последних погожих дня моряки смогли поднять фрагменты. Сегодня в этот район Баренцева моря направился командующий Северным флотом Геннадий Сучков. Он должен отдать приказ завершить работу. Но пока еще нет ответа из прокуратуры, нужны ли будут следствию какие-либо еще фрагменты атомохода. Если да, то потребуются новые захваты. Если же нет, то остальные части первого отсека Курска будут взорваны, и этот район моря станет открытым для мореплавания. Елена Изварина, Евгений Бугрецов, ОРТ «Североморск». Здравствуйте, уважаемые журналисты. Вроде правильно. Устина стоит. Да? Да. Спасибо. В ходе учений на самой лодке, вот я вам приводил пример, вот не был включен, например, тот же сигнальный буй, замок, который замыкал вот эту всю систему, БЧ-4 не был поставлен в рабочее положение. Но я бы не стал бы его называть разгильдяйством, это грубое слово для людей, которые погибли, и я бы не хотел этот вопрос обсуждать сегодня. Но вот чувство такой вот не совсем собранности, оно было. Это просто вот мы как пока не можем понять все-таки первую причину. Я тоже пока понять не могу. В мае месяце, как только погода станет на море, приступим к подъему тех фрагментов, которые нам необходимы для подтверждения версий. Я не думаю, что это долгий процесс. Видимо, май-июнь позволят нам перечень необходимых фрагментов выбрать на поверхность, предъявить их следствию и выйти уже на окончательную причину. Я повторю ту фразу, которую сказал, что доверие У нас сейчас уже нет тайн о том, что произошло с лодкой. За это время проведена огромная работа по установлению причин самого происшествия, имею в виду организации проведения учений. Но сегодня мы можем уже говорить о тех непосредственных фактах, которые происходили на лодке. Вот только наверх не поднимусь, чтобы мне не мешало. Все палубы Курска и освобождены от завалов, разрушенные. Побывали